Арест друзей Путина. Началась масштабная зачистка в верхах. Неприкасаемых больше нет. Вооруженные люди в центре Москвы. Столица стала прифронтовым городом. Настоящий ад для россиян. Глава Минобороны Украины обещает устроить немыслимое. Кремль лишился главного козыря. В России закончились орешники. Расследование против президента завершено. Обвинение в узурпации власти. Досрочная отставка Зеленского. Украинцы сказали свое слово. Взрывы на границе с Польшей, удар дронами по детям. Москва принуждает Минск вступить в войну. Об этих и других событиях к утру четверга, 18 июня. Четверг на календаре, а нехта в эфире. Все самое важное к этой минуте прямо сейчас. Я Олесь Корниенко, мы начинаем. Столица России все больше напоминает прифронтовой город. Теперь на улицах Москвы появились автовышки с вооруженными военными, которые должны охотиться на украинские беспилотники. Одну такую позицию заметили даже возле Москва-Сити. Еще одну рядом с московским нефтеперерабатывающим заводом, который на днях попал под атаку дронов. Вокруг Москвы ранее уже были размещены более 100 комплексов ПВО, и только за этот год появились десятки новых позиций с панцирями. Некоторые из них установлены даже на крышах жилых офисных зданий. Но украинские дроны все равно продолжают долетать до целей. Пока в Москве готовятся к новым атакам со стороны Киева, в бывшей столице России обострилась другая война – схватка влиятельных кланов. В городе на Неве арестовали сразу двух старых друзей Путина, тех, с кого рисовали персонажей знаменитого сериала «Бандитский Петербург». В последние годы Геннадия Петрова и Илью Трабера называли уважаемыми бизнесменами, ранее авторитетными, а еще раньше они были просто известными участниками Малышевской и Тамбовской ОПГ. Оба знакомы с Путиным с тех самых лихих 90-х. Скорее всего, именно благодаря этому долгие годы они были неприкасаемыми. Но война обострила межвидовую борьбу внутри провластной верхушки. Брать авторитетов прислали чекистов из Центрального управления ФСБ. Формальным основанием для задержания Ильи Трабера и Геннадия Петрова стало дело об убийстве другого Петрова, Александра. Этого предпринимателя не стало в 2020 году, а до своей гибели он считался правой рукой Трабера. Но, похоже, в России начался новый передел, и у старых антибиотиков нет от него иммунитета. Новый удар орешникам, которым так любит угрожать Путин, может долго не последовать. И причина банальна. Такая ракета на складе у россиян может быть только одна. Такую оценку дали в Американском институте изучения войны. Проблема может быть не только в количестве, но и в качестве. По данным Dallas Analytics, российским производителям пришлось обходить процедуры контроля качества, чтобы выполнить требования Кремля по срокам. В результате под вопросом оказалась точность ракеты. Аналитики утверждают, что из-за проблем с системой наведения орешник может отклоняться от цели на десятки километров. Если эти данные подтвердятся, то главный козырь российской пропаганды рискует оказаться куда менее грозным, чем его пытались представить. Правда, весной Главное управление разведки Минобороны Украины поделилось не такими оптимистичными оценками. По данным ГУР, на середину апреля Москва держала в резерве до 10 орешников. Правда, 2 ракеты были использованы во время недавнего запуска. У российского теневого флота снова проблемы. На этот раз под удар попал танкер «Фина-А», находящийся под санкциями сразу нескольких западных стран. По данным Генштаба ВСУ, он был поражен в Черном море. Масштаб повреждений пока уточняется. Одновременно украинские силы нанесли удары по 2 важным мостам на оккупированной территории юга Украины. Речь идет о переправах через Северо-Крымский канал в районе Ставков и возле Воинки в Херсонской области. То, что ВСУ намерены де-факто превратить Крым в остров, подтвердил и министр обороны Украины. В интервью YouTube-каналу «Прессинг» Михаил Федоров заявил, что для россиян на оккупированной территории начинается ад. А на дополнительный вопрос блогера Сергея Пейчева министр ответил и вовсе словом, которое мы вынуждены запикать. В Крыму будет весело? Пиздец, блин.
Война, от которой Беларусь якобы держится в стороне, снова достала белорусов. От взрыва беспилотника пострадало сразу несколько детей, но случилось это на территории страны-агрессора. Чиновники Лукашенко додумались отправить автобус с детской футбольной командой из Гомеля и Речицы в российский Геленджик через прифронтовую Брянскую область. Сопровождавшая команду женщина погибла. Кроме 4 детей, ранения получили еще 2 взрослых. Местный губернатор сразу возложил ответственность не на Путина, развязавшего войну, а на Украину. Но в Киеве опровергают это заявление. Подчеркиваем, что в указанный период силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины. Только на днях Лукашенко просил прощения у Зеленского и заверял, что не хочет войны. Украине есть чего бояться со стороны Беларуси? Абсолютно нечего. И вот сразу удар по белорусским детям. Интересное совпадение. Может, кто-то хочет вернуть заблудшего диктатора на тропу войны? И еще одно совпадение. В Гродненской области, граничащей и с Польшей, и с Литвой, внезапно начали отрабатывать мобилизацию населения. Призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, учиться выполнять поступающие от руководителей учений задачи, требующие оперативных решений и действий. Гражданам будут вручаться повестки о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных. Минобороны объявила о старте учений с военными комиссариатами региона. Они продлятся до 26 июня. Главная задача – проверить, как работает система призыва. Кстати, про изъятие транспорта тоже не забыли. Так что владельцам внедорожников стоит быть готовыми расстаться со своими железными конями. Жителей власти предупредили, что в ближайшие дни могут быть слышны взрывы и выстрелы. Конечно же, холостыми патронами. Кроме того, возле военкоматов возможно ограничение движения. К чему готовятся, как думаете? Украинцы устали от Зеленского? Киевский международный институт социологии поделился сенсационными результатами нового исследования. Смену главы государства поддерживают 67% респондентов. Но есть важный нюанс. Это должно произойти после окончания войны. Для сравнения, в 2023 году так считали только 23% опрошенных. При этом большинство граждан по-прежнему выступают против проведения выборов до завершения боевых действий. Парадоксально, но доверие к Зеленскому остается высоким. По данным КМИС, ему доверяет 61% украинцев. Москва перекрывает рынок, Брюссель открывает двери. Евросоюз готовит для Армении торговую поддержку на сотни миллионов евро после российских ограничений. По данным Financial Times, ЕС хочет снизить пошлины на армянскую сельхозпродукцию. Льгота может потянуть на сумму 420 миллионов евро в год. Речь в первую очередь идет о товарах, которые ранее попали под российские запреты. При этом источники издания указывают и на возможные сложности. Экспорт коньяка, например, может вызвать недовольство французских производителей, а отсутствие выхода к морю у страны затрудняет доставку скоропортящихся товаров. Кроме того, Армения все еще состоит в ЕАЭС, но сам сигнал выглядит однозначно. Брюссель все активнее пытается перетянуть Ереван в свою экономическую орбиту. Пока к друзьям Путина по бандитскому Петербургу приходят следователи, на сына коллеги Путина по КГБ пролился золотой дождь, причем в буквальном смысле. Речь идет об отпрыске бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, но не о вице-министре Дмитрии, который периодически забывает, как звать хозяина Кремля. Ой, спасибо большое. Речь идет о младшем сыне старого чекиста Андрея. В отличие от папы, который всю жизнь был верен железному Феликсу, Патрушев-младший выбрал более ценные металлы. Как пишет «Коммерсант», он получил долю в проекте по разработке месторождения Тан в Якутии. По оценкам специалистов, запасы золота там могут достигать десятков тонн, а по сурьме месторождение способно войти в тройку крупнейших в России. Стоимость актива эксперты оценивают в 150-200 миллионов долларов. В общем, термин «золотая молодежь» по отношению к детям друзей Путина иногда приобретает буквальный смысл.
Генпрокуратура Украины сообщила о завершении расследования против бывшего президента и еще 16 высокопоставленных чиновников его команды. Следствие считает, что после прихода к власти Виктор Янукович выстроил систему личного контроля над государственными институтами и фактически узурпировал власть. Отдельный эпизод касается событий революции достоинства. По версии следствия, в 2013-2014 годах руководство страны задействовало силовые структуры против протестующих. Тогда погибли 70 гражданских, а более 1200 человек получили ранения. Справедливость требует времени, но время не отменяет преступлений и не освобождает от ответственности тех, кто считал, что власть дает право подчинить себе государство, использовать его ресурсы и применять силу против собственного народа. Среди фигурантов дела бывшие руководители правительства, МВД, СБУ, Минобороны и других ведомств. Большинство из них находятся в России или на оккупированных территориях, поэтому расследование велось заочно. Теперь дело переходит к следующему этапу – судебному рассмотрению. После разговора с Путиным Трамп заболел тем же недугом, которым много лет страдает хозяин Кремля. Президент США начал опаздывать. Участникам саммита Большой Семерки пришлось ждать американского коллегу почти час, но это ничуть не смутило Трампа. Появившись в зале, он сразу заявил: «Я здесь босс». Присутствующие над шуткой посмеялись, а вот неожиданное предложение босса оставить журналистов на закрытом заседании вежливо проигнорировали. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся вечером.